Вот. Привет всем! А вы слышали прекрасный писк? Это птенцы лебедей так пищат. Ну, мы этот звук еще не раз услышим по ходу ролика. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее и семейство лебедей. Их зовут голубь-голубка, и у них 6 взрослых уже птенцов. Почему сейчас этот ролик? Меня спрашивали, куда пропали голубь и голубка. К нам в последнее время ходит другая пара, Максим и Маша, а вот это семейство с детьми давно не появлялось. Я их проведал в заповеднике и покажу их вам. Ну, а также другие кадры, связанные с этим семейством лебедей. Компания. Это лебеди, которых зовут голубь и голубка. А это у них там общим счетом 6 птенцов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот все 6 здесь. Вся компания. Ну что, завтракать будем? Эй! Да, завтракать будем? Ну давайте сейчас позавтракаем. Ну вот я им насыпал сухого корма для водоплавающих. А вот этот свист, это Они свистят, птенцы. ну, на них не напасешься. Они уже большие. Раньше двое у нас за день съедали банку. Вот, корм для водоплавающих, вот он, вот такой. Вот такую банку они съедали за день. А сейчас это все надо умножить на 4. Их сейчас 8. Ребята, на вас корма не напасешься. Давайте я им дам следующую порцию. Ладно. Так, держим. Давай, приятного аппетита. Все, банка готова. Они уже большие. У них постепенно цвет сменится оперение на такой темно-бордовый. Вот, они еще крупнее станут, и постепенно будет все больше белых. Белое оперение будет появляться. А когда они станут взрослыми, у них будет, они побелеют, и клювы у них станут вот красно-оранжевые, как у родителей. А пока вот цвет клюва и цвет оперения — это признак ребенка. Вот. Причем у них даже вот дети совсем маленькие. На канале видео есть. Совсем маленькие, они были такие пушистые, у них был пух, не перья. И они были другого цвета, такого светлее. Вот. У них вот это период взросления тоже меняют цвет. То есть наверняка это имеет какое-то значение в идентификации. Ну вот, все, ребята, свободны. Завтрак окончен. Или еще хотите? Ну, Ирина тут специально сделала такое болотце. Ну, дальше стоит лодка. Вот, они под пирсом проплывают. Ну, дальше открытое озеро. Мы им Даем еду здесь, на мелкоте. по простой причине. Там за лодкой, там рыба все склевывает. Здесь в озере очень много рыбы. И если там сухой корм давать этот, его просто рыба поедает. Что? Пришел ходатайствовать, говорит. Ну ладно. У меня тут в банке еще есть, вот другая банка осталась со вчера. Давайте я вам, да. Давайте уж доедайте. Добавка вам вышла. Но этим уже по 3 месяца примерно. Такими взрослеют они где-то месяцев 9-10, когда их уже могут родители начать отделять от себя самостоятельно. После года точно уже всех отделят.
И постепенно у них будет меняться оперение, но взрослыми, то есть свои семьи, разбиваться по парам, они начнут только где-то к 3 годам. Вот. И потом будет период, когда они уже белые, уже большие, но они будут плавать такими группами 4, 5, 6, 7. Причем из разных семей, не обязательно это братья и сестры, просто они, вот такие вот молодые лебеди, будут собираться в группы, такие молодежные группы, и жить группами большими. Вот. И уже потом, где-то к 3 годам, у них они созревают, и они начинают разделяться уже по парам. Вот такие молодые семьи начинают появляться. Вот. На озере, кроме этой группы, вчера вот плавала мимо, приплывали, есть с 3 птенцами. Чуть-чуть помладше этих 3 птенца. Вот. Ну, это в нашей части озера, может быть, есть еще в других частях. Ладно, все, хватит, пошел я. И вы плывите, давайте, тут у вас остановок-то много, я знаю. У нас-то не конечно. У вас еще дальше путь. Но у вас есть опция выйти на участок и пощипать траву. Да, вот так, да. Так что вы подумайте, если что, клевера вам хватит. Да. Ну что, пойдете клевер щипать? Давайте, травка вкусная. А сейчас мы с вами переместимся в заповедник. Это на восточной оконечности озера. Вот я в ту сторону как раз камеру повернул. А съемки делались в начале сентября. Итак, мы в заповеднике. Так, а это у нас кто такие? Такие раньше замечены не были на озере. Действительно, довольно странные утки, гораздо крупнее, чем те, которые на озере живут, и имеют другую расцветку. И не похоже, что они перелетные, потому что они с птенцами. Птенцы-то летать еще так не могут. Но, похоже, у нас появился новый вид. Это мы на болотах. Как организован заповедник? Это на месте, где речка Тибль впадает в озеро, есть заболоченная местность. И вот эта заболоченная местность, там фильтруется вода перед поступлением в озеро, и там же живут водоплавающие. Там у нас голубь, голубка и детеныши, птенцы. Далеко, я с айфоном не могу хорошо приблизить. Они к нам очень давно уже не приплывали, они здесь обитаются в заповеднике. Вот. Но с ними все окей. Мы их часто видим с машины, когда проезжаем мимо болот на машине, они там плывут. А сейчас вот по реке, это по рукаву речки Тибль, они плывут. За моей спиной озеро, вот эта речка впадает в озеро, а там у нас вот это семейство. Ну вот это я их засек с другого ракурса. Вот. Но они к берегу, там где пешеходные тропинки близко, не подплывали. К сожалению, не мог их заснять ближе. Вот эти странные утки плавают. И тут же на этом болотце там голубь с голубкой и с птенцами. Они приплывали, когда птенцы уже были взрослые, на канале есть видео про это. Они сначала их привели, показали, а потом несколько раз приплывали. А вот это, слушай, интересные звуки природы. Ну вот здесь тоже видим вот это семейство лебединое. Значит, я вам хотел рассказать о нашем отношении, о том, как развивалось наше отношение к лебедям. Мы, когда столкнулись с фактом, что лебеди к нам приходят, на канале есть несколько видео, как это все начиналось. Сначала давали хлеб. Потом мы поняли, что, в общем-то, хлеб это не самое полезное. Он не то, чтобы он сильно вреден, но он не полезен. Вот такое заключение дало английское общество защиты природы, что хлеб не вреден, он не полезен. И мы нашли корм, специальный корм для водоплавающих, для уток, для лебедей, в виде таких гранул, сухой корм.
который выпускается компанией Vivara, это немецкая компания. Вот, и мы стали его заказывать. Вот эти знаменитые горошки, которые мы им даем. Они им очень понравились. И утки, и лебеди, и рыба, ну, все с удовольствием едят. Это на основе зерновых. То есть зерновые и там рыбья мука, моллюски, вот такое. Вот. И мы относимся, исходя из принципа «не навреди». То есть кормим сильно, нормально кормим, когда в этом есть необходимость. И ограничиваем, не даем им еду, когда им не надо, когда у них хватает с избытком природной пищи. Поэтому ну, вот этот момент надо понимать. И почему Вилечка у нас так переживает? А как же ему не переживать-то? Смотрите, нашествие клонов. Ну, вот это кадры из их прошлых визитов на территорию. То есть они приплывают очень-очень редко. Мы знаем, что они плавают еще немножко подальше на один кемпинг. Там им дают хлеб. Вот, хлеб им нравится больше. Но хлеб им, как я сказал, не так, в общем-то, полезен. Вот. И лучше избегать больших объемов кормления хлебом, тем более, если это хлеб не свежий. Вот. А вполне может быть, что люди там на кемпинге дают не очень свежий хлеб. Вот. Ну, вы видели, как котята с лебедями общаются, то есть у них есть некоторый контакт. Вообще на канале больше уже, наверное, 20 серий эпопея про котят мейн-кунов. Если вы не смотрели, посмотрите, фильмы сделаны на неплохом уровне, вот с сюжетами, с некоторым смыслом. То есть это не просто вот камеру на кошку навел и вот камерой водишь, как кошка там вперед-назад ходит. Но это немножко с сюжетом, с некоторым юмором. Если не смотрели вот эту серию про котят мейн-кунов, обязательно посмотрите. Вот. Естественно, их природная пища. Вот они пришли, траву. Вот. Иногда бывает, что у них верх головы, у лебедей такой покрашен таким оранжевым. Это ил. Дело в том, что очень интересно, лебеди едят со дна, тоже собирают со дна вот всевозможную свою пищу и делают это вниз головой. То есть вот он изворачивается головой, вот это макушкой своей по дну и клювом собирает. Естественно, макушка красится в оранжевый цвет. Но это не стойкая краска, то есть от дождей, от купания она смывается. Лебеди очень красиво купаются. Вообще, вот как купаются лебеди, это, ну, к сожалению, они всегда это делают, ну, это некоторый интимный процесс, и они этим занимаются, ну, не на глазах у людей, а немножко где тростник, немножко так подальше. И я их вижу регулярно, наблюдаю, когда на доске катаюсь, я на серфинге, электросерф у меня катаюсь, вижу. Но на электросерфинг с камерой одновременно, ну, как-то трудно. Вот, поэтому пока мне не удавалось заснять вот это купание лебедей. Обязательно засниму, может на лодке как-нибудь удастся поймать вот этот момент. Но это, конечно, ну, такое зрелище просто фантастическое. И они смывают, вот спрашивают, как лебеди поддерживают, почему они такие белые, почему они такие чистые. Вот вроде живут в природе, ну, могли бы измазаться. Ну, они поддерживают, они чистят перья и они купаются. То есть они за своей гигиеной следят очень тщательно. На канале есть ролик, такая эпопея про лебедей. Называется «Лебединая верность. Все бывает». Я дам ссылку, обязательно посмотрите. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!